Привет, друзья! Это две истории о нерабах и о законности. Вы знаете, я не могу понять, почему мои соотечественники, не все, без сомнения не все, отдельная часть, но она такая устойчивая часть, сбитая такой в кирпичик, знаете, в такой биокирпич. Они так реагируют остро на мои статусы или там на мои слова о том, что надо соблюдать закон. Ребята, надо соблюдать закон, потому что Европа, если вы будете соблюдать закон, вы увидите Европу через 70 лет. Если не будете, то как минимум лет 280. Надо соблюдать закон, потому что если ты заявляешь о том, что ты цивилизованный человек, ты должен его соблюдать, ты обязан его соблюдать. В общем, первая история. Первая история, вы знаете, вместо старого прокурора, плохого, назначили нового прокурора в одном из районов Киева. Старого прокурора убрали по люстрации. Вы знаете, у нас есть комитеты всякие по люстрации. Там куча бездельников и коррупционеров сидят, и вот они выбирают, кого убрать, кого оставить. Не был на Майдане или, не дай бог, дал 15 суток кому-то во времена Майдана, все, надо убрать. Вот второй человек, смотрите, хороший человек, да, он еще и на баррикадах стоял, назначить его прокурором. И прокурорские начали праздновать это назначение. Вот видео. Вот они сидят, радуются назначению. Давай, братва, давай, наливай еще. Давай. Я так озвучиваю, понятно. Но я думаю, что интеллектуальностью особо их беседа не отличалась. И вдруг, внезапно, что это мы видим? У него в руках пистолет. Один из прокурорских достает пистолетик, потому что держава доверила оружие вот этим вот добрым гоблинам. И они продолжают веселиться. Но вот этого человечка, который доставал оружие, его не отпускает идея все-таки вытащить ствол. И он периодически вытаскивает ствол, что его тягают, забирают магазин от ствола. А потом он таки изымает ствол и стреляет. Не получается что-то стрельнуть. Но надо же довести дело до конца. Да не, отдай. Да не отдам. И стреляет. Я даже это покажу в замедленном, потому что это того стоит. Боец, воин света, прокурорский воин света, прямо в кафе начинает стрелять направо и налево из боевого оружия. Ну и все, в общем-то, дальше продолжается гульбанчик. Они очень довольны своим поведением, никто и не думает убегать, скрываться с места происшествия, потому что, какой смысл скрываться с места происшествия, если ты прокурор? Это, ребята, не какие-то там плохие времена Януковича. Это, ребята, новые времена. И будете молчать. А если не будете молчать, то вам пасть закроют. Кто-то из посетителей вызывает полицию. Вот, смотрите-ка. Пока-пока. И полиция приезжает. Мне будет очень интересно посмотреть, как это будут объяснять там представители МВД, Антон Геращенко, там, Зорян Шкиряк. Они опять будут рассказывать, что это кремлевская пропаганда, что вы знаете, весь этот суровый маразм, знаете, что там кто-то там проплатил для того, чтобы опорочить светлых воинов света, которые сражаются с преступностью глубоко в тылу. Приезжает полиция, и что они начинают делать? Они начинают прессовать свидетелей. Прессовать свидетелей, чтобы те закрыли свои хлеборезки, завалили кабины и не создавали никаких проблем на ровном месте. Это же ровное место. Пострелял в кафе, так не убил же никого. Пока что вот. В этом случае он еще никого не убил. Начинаются терки. Выводят людей. Я не берусь утверждать, кто вот это вот. Или свидетель, или один из тех, кто шмалял. Куртка, во всяком случае, не похожа. Знаете, по-разному бывает видеться. В общем, они что-то трут, отходят с ним, подходят. Как видите, тех, кто стрелял, никто не выволакивает и мордой в пол не укладывает. Потом они вот с этим молодым человеком отходят. Молодой человек лезет в машину и что-то там начинает рыться. Что-то роется, ищет, потом выходит опять, потом опять они трут. Такое впечатление, что он им вроде как что-то отдает, может быть. Странно, что он может им отдавать. Но я знаю, что новая полиция ничего не берет и действует в рамках закона. Иначе, зачем на нее столько миллионов выделило? Там Евросоюз, Штаты. Вот, потерли. Ладно, пора и честь знать. Наверное, пора расходиться, пацаны. Да, расходимся. Сначала этот молодой человек идет вместе с ними,
Но потом, по всей видимости, они ему говорят: что ты с нами идешь? Иди себе допивай. Он разворачивается и уходит. А полицейские растворяются в голубой дали. Не прошлые времена, это времена сейчас, нынешние, через 3 года, после революции достоинства, прокурорские, которые уже не такие, как те прокурорские, не, эти уже совсем другие прокурорские, потому что они вновь назначены, они уже прошли все вехи очистки, не то что предыдущие, которые попали под иллюстрацию. В общем, прокурорские стреляют себя в кафешке. Я не думаю, что из этого будет какой-то там из искры разгорится пламя. Нет, потому что это же не старорежимные времена. Я думаю, что большинство средств массовой информации предпочтут вообще это не заметить. Да и не время сейчас, знаете, Авдеевка. Все в Авдеевку, как говорится. Ну а теперь другая история. История о том, как человека обвинили в том, что он является террористом. Задержанный в Авдеевке корректировщик огня боевиков оказался крымчанином. Его везут в Киев. Это уже сообщает представитель генпрокурора. Его везут в Киев, крымчанин. Вот история началась вчера. В Авдеевке поймали корректировщика боевиков. Об этом написал украинский журналист Андрей Цаплиенко. Андрей Цаплиенко разместил фотографию этого человека, не прикрыв его лицо. И вот здесь вот интересные обороты. Тебе всю жизнь придется перед этим флагом вымаливать себе прощение. Вырвалось у меня. Не кипятись, сказал спокойно контрразведчик. Они даже обороты свои берут из фильмов, как мне кажется, 30-х годов. Знаете, вот это вот. Да тебе всю жизнь придется вымаливать прощение перед этим флагом на коленях. Ну, знаете, у нормального человека вырываются такие фразы. Нет, такие фразы вырываются у героев кинофильмов. Причем вот тех кинофильмов, где, знаете, вот так вот преступник, бандит, враг народа. Хорошо я так показал. Ну и вот у Цаплиенко здесь комментарии все один в один. Убить, расстрелять, прикончить. А Лариса Сарган, это уже пресс-секретарь прокурорский, она написала все данные, написала этого человека. Год рождения, имя и фамилию. И комментарий, как вы видите. Надеюсь, что его подрихтуют в камере, на первом столбе, надо давать по максимуму, расстрелять. И лишь один человек пишет: а давно разрешили прокуратуре публиковать анкетные данные подозреваемых? Но ему сразу возражают: то и преступление, надо же было взять все тома законов и пойти показать их оркам, вразумить. Но человек этот задал вполне резонный вопрос: а давно это вообще, давно так принято? Давно принято до решения суда называть человека террористом. Нормально ли это? Как вы считаете, в правовом государстве нормально ли, что журналист публикует фотографию человека, не закрыв его лицо, а потом прокуратура публикует данные этого человека, и его уже обвинили? Все, решения суда нет, не проведено следствие, его арестовали. Но его завтра ведь могут и отпустить. Правда? Кто дал право это публиковать? Мне очень приятно, что перейдя на страницу этого человека, который один задумался, а законно ли это, ребята? Оказалось, что это мой подписчик. Смею надеяться, что и в этом есть тоже моя заслуга. Спасибо всем тем, кто думает. А тем, кто не думает, я вас прошу, задумайтесь, потому что такое уже было. Я вам напомню, что происходило год назад. Напомнить? В Авдеевке. Тим часом СБУ провело спецоперацію в Авдіївці на Донеччині. Вчора про це повідомляли місцеві жителі. За їхніми даними, перевіряли документи і просто на вулицях, і в окремих квартирах. Да, тогда тотально всех арестовывали. И гордились этим очень. Показывали это по телевизору. Посмотрите, сколько мы террористов задержали. Посмотрите-ка. В Авдеевке, Донецкая область, вблизи линии соприкосновения представителями Министерства внутренних дел, Министерства обороны, а также сотрудниками Службы безопасности Украины были проведены профилактические... Профилактически, это все понятно. Сколько задержано было тогда? Скажу, что в результате мероприятий было задержано около 100 человек. 100 человек задержали? А сколько из этих людей пришлось отпустить? Сначала показали, что задержали. Смотрите-ка, 100 человек задержали. Молодцы какие. И сколько их отпустили? І останнє уточнення. Затриманих саме наразі скільки людей? 3 человека. Пока. То, что нам известно. Задержали больше сотни, оставили 3.
Не может быть, что и в этом случае такая же история. Нет? Просто вы знаете, что у этого человека нет адвокатов и денег нет на адвокатов. Что его можно, это просто болтик, его не жалко. Лес рубят, щепки летят. Если завтра вы его закроете на 15 лет, никто и не вспомнит. Я не знаю, являлся этот человек наводчиком или нет. Если он являлся вот этим корректировщиком, то значит он должен быть наказан по всей строгости закона. А если не являлся, то он все равно будет наказан по всей строгости закона. Вы же его уже назвали террористом.